Привет, это Технозон, и сегодня у нас обзор четкой приблуды. Вы знаете, что такое четкая приблуда? Нет, я вам покажу. Это вот такой вот Minix Neo Storage. Это обалденный хаб с SSD через USB Type-C, и вроде бы как он подходит только под Apple MacBook и его разновидности, но это все не так. Давайте же разбираться, ребят. Когда мне компания Minix прислала эту самую приблуду, как я ее назвал, такая Minix приблуда, я долго не мог понять, а нахрена мне эта штука, которая, совместима только с Apple компьютерами. Ну не использую я Apple компьютеры, не нравится мне. Но все-таки решил ее попробовать. И вы знаете, она оказалась совместима не только с другими компьютерами, а еще и с телефонами. Да, дальше в обзоре я вам покажу, как я ее включаю через USB Type-C в свой Samsung, и он определяется абсолютно четко, этот SSD-диск. В общем, здесь есть хаб, я вам так очень бегло покажу, есть хаб на 2 USB 3.0, на HDMI 4К 30 Гц, дополнительное питание USB Type-C и внутри SATA диск на 120 гигабайт. Отличная штукенция на самом-то деле. Вот насчет HDMI 30 Гц 4К, это как раз вот именно то, из-за чего его считают конкретно совместимым только с Apple MacBook серией. Но не все так просто. Он совместим, например, с моим лэптопом Acer Nitro 5 и не работает только лишь проброс HDMI. Да, он не определяет монитор. Но зато SSD-диск и USB разъемы и плюс USB Type-C разъемы работают просто идеально. Ну, как-то так. Когда я включаю это дело в смартфон, то он определяется как жесткий диск. Мало того, вы можете его использовать даже в Smart TV боксах, у которых есть этот самый USB Type-C. К сожалению, на рынке сейчас немного таких смарт-боксов. В частности, я знаю пока что только смарт-боксы на базе Rockchip 3399. Эта приблуда там тоже заработает в виде съемного SSD-диска. Есть вариации на тему 120 гигабайт и вариации на тему 240 гигабайт. Ссылку на оба варианта этого самого Minix Neo Storage, Minix Neo диска с хабом я положу в описании под видео. Обязательно положу в описании под видео. И вы знаете, для приблуды, как для Apple, она стоит достаточно демократичных денег, учитывая то, что это SSD. К тому же с ней идет в комплекте обалденный велюровый чехол, и эта штука, она нереально крутая, она мне очень сильно понравилась. Ну и, конечно же, кроме того, что мы проверили его на совместимость с девайсами, для которых он якобы не предназначен, он идеально подойдет для владельцев именно MacBook серии. А это Apple MacBook, Apple MacBook Pro и Apple MacBook Air. И вот здесь она себя покажет во всей красоте с пробросом HDMI 4К 30 Гц, то есть вы к этим MacBook'ам сможете через эту приблуду подключать еще дополнительный монитор. Ну круто, при этом сохранится полностью весь функционал, вот как мы покажем на видео при подключении к нашему лэптопу. Я ее однозначно оставлю себе и буду использовать ежедневно, и к своему смартфону буду фильмы сюда записывать. Поэтому я готов уже пройти, именно распаковать, показать на обзоре, подключить к ноутбуку, потестировать. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу напомнить, что на нашем канале на момент съемки этого видео разыгрывается вот такая вот обалденная игровая видеокарта на 8 гигабайт, 256 бит, Overclocking Edition, и это Sapphire Nitro Plus Radeon RX 590. Все условия по ссылке в описании под видео. А также по ссылкам в описании под видео вы можете найти наши паблики. Ну и, конечно же, я советую вам нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры крутых гаджетов, девайсов, программ, настроек, модификаций, Smart TV боксов и еще очень много всего интересного есть и будет у нас на канале. Но сейчас я говорю вам хава-банг, ребята. Это же Бубльгум. Поехали! Итак, ребята, у нас сегодня вот такая вот крутая приблуда Minix. Это такой охренительный хаб с SSD на 120 гигабайт. То, что здесь написано, что это для Apple MacBook, Apple MacBook Air and Apple MacBook Pro, абсолютная фигня. Он совместим с абсолютно всеми устройствами. Единственное, что здесь не работает, как в Apple, это HDMI 4К 30 Гц, именно проброс. Сейчас мы откроем, и вы поймете, о чем я говорю. Давайте поймем, что это Minix. Это очень именитый бренд, это очень высококачественный продукт. У нас SSD 120 гигабайт, HDMI 4К 30 Гц для Apple.
Два USB 3.0 и USB Type-C зарядка, именно Power Delivery, это значит доставка питания. Сзади у нас примерно дублируется то же самое, больше ничего здесь нет, можем смело открывать. Оно запечатанное, ко мне пришло буквально недавно. Поехали, открываем. Вау, слушайте, здесь есть еще инструкция. Ладно, сейчас посмотрим. Есть фирменный чехол Minix для этой штуки. Это как бы намекает на премиальность этого дела. Именно выполнено все. Сейчас мы его выколупаем. Слушайте, она крутая. Она в металле вся. Она металлическая. С ножками. Слушайте, класс. Вообще, она очень монолитная. Короче, давайте так. Выполнена она в стиле Apple. На боках у нас есть USB Type-C, HDMI 4K 30 Гц, есть два USB 3.0. Сзади есть у нас информация о том, что это Minix Neo Storage, это Minix Neo хранилище, USB-C, мультисуппорт SSD, Storage Hub. Короче, это хаб с поддержкой SSD. Питание он берет от USB Type-C, дополнительного питания здесь не нужно. Сейчас мы с вами его попробуем на различных устройствах. Давайте посмотрим сам чехольчик. Слушайте, он велюровый, крутой. Блин, ну вот Minix. За это мне и нравится Minix, за качество своих материалов. То есть вы засунули это все в мешочек, закрыли, положили в сумку. Он не царапается, ничего. Давайте отложим пока его. И откроем информацию. Здесь ничего для нас интересного нет, здесь только какие-то технические характеристики. Фигня. Мешочек зачет, на внешний вид зачет. Я так понимаю, что это у нас индикатор. Но я вам скажу так. Открою небольшой секрет, что этот Minix совместим не только с Apple MacBook'ами, но совместим он еще и с Windows ноутбуками, у которых есть Type-C, в частности, как у моего. Мы сейчас с вами подключим и посмотрим, как это выглядит. А также мы его с вами подключим, например, к моему смартфону Samsung, у которого тоже есть выход Type-C. Ну, во-первых, включаем сразу смартфон. Захотелось мне это проверить на смартфоне. Так, что у нас? Появился USB накопитель J-Micron. Слушайте, ну крутяк. То есть он его определил. Реально он совместим даже с Samsung'ами. Давайте зайдем в мои файлы. Карта памяти. Давайте выходим. Посмотрим, что у нас здесь есть. Память устройства 64 гигабайта. Карта памяти у меня есть 28 гигабайт. И вот он, USB накопитель. Здесь даже создало корзинку. Давайте туда что-нибудь перенесем. Большое желательно. И попробуем, как это все работает. Так, у меня здесь есть реклама Payphone. Мы его сейчас с вами посмотрим. Что у нас показывает реклама Payphone? Красивенькая реклама. На самом деле очень крутая штука этот самый Payphone. Кто-то мне постоянно пишет. Мы эту самую рекламу Payphone и скопируем. Скопируем на USB накопитель. Вот сюда вот копировать сюда. Слушайте, отлично работает. То есть фактически вы можете записывать на эту штуку фильмы. Представляете, и с собой вот у вас мало, или скинуть фотки, либо вы снимаете своей камерой на телефоне большое видео. Вы просто можете перекидывать на 120-гиговый SSD. Блин, это невероятно. Конечно, я сомневаюсь, что на телефоне будет действовать проброс USB-хаба. Мы сейчас с вами это попробуем, кстати. Давайте воткнем USB 3.0 флешку. Воткнули, но я не думаю, что она заработает. Вот просто не думаю. Это все-таки, хотя, ну, USB накопитель есть, хотя возможно. Давайте выйдем. USB накопитель нет. Прямой проброс не работает. Это будет работать у нас на компьютерах. Это 16-гиговая флешка USB 3.0 Data Traveler. Но зачет. Давайте попробуем просмотреть именно с него ролик и поймем, что это работает действительно хорошо. Вот. Слушайте, ну видео идет, это видео в высоком качестве. При этом вам не нужно его просто ничего делать, просто выткнули, да и все. Давайте перейдем к ноутбуку. И насколько оно в этом самом ноутбуке будет правильно показываться. Сейчас мы перемещаем это все дело в окошко, вернее переместим. Мы сначала подключим. Итак, мы включаем этот самый Minix SSD, кстати, неважно какой стороной, потому что, как мы понимаем, что USB Type-C у нас, он многосторонний, его можно включать как угодно. Мы включили,
у нас раздался звук и открылась сразу папка. Вы это видите на экране. Я компьютер перемещаю в маленькое окошечко вместе с этим самым Minix и будем уже тестировать дальше. Итак, Payphone включаем. Вот то, что мы скопировали. Вот, пожалуйста, наша реклама пошла на самом компьютере. Сейчас мы с вами выясним скорость копирования на SSD и скорость копирования с SSD, но перед этим мы с вами проверим USB-флешку. Включаю USB-флешку. И, кстати, скорость копирования на USB-флешку через USB 3 мы тоже проверим. USB-флешка заработала, то есть сквозной проброс работает. Единственное, что скажу, на простом компьютере этот сквозной проброс не будет работать в качестве HDMI на 4К 30 Гц. Это только для Apple, то есть там вот сквозной проброс 4К работает через USB Type-C. Здесь такого нет. Значит так, нам нужно найти с вами большой файлик. А у нас такой есть, у меня же есть куча обзоров, ребята, есть куча обзоров. Вот последний обзор, включим, посмотрим. Да, есть такой вот у нас обзорчик на 1,7 гигабайт. Посмотрим, насколько быстро он будет его копировать на нашу Neo Storage. Вот он как определился. Смотрим на скорость записи чтения. Воу, скорость-то, блин, 290 мегабайт в секунду, 300 мегабайт в секунду. Это запись на него, это на него запись. Сейчас мы попробуем обратно скопировать и посмотрим на скорость. Копируем. Скорость 376-380 мегабайт в секунду. Мегабайт. А 380 мегабайт умножить на 8, это получается 3000 мегабит в секунду. Он выдает, полную скорость, грубо говоря. Короче, слушайте, круто. Давайте еще попробуем на саму флешку, которая у нас через проброс включена. Вот так вот. Выбираем нашу флешку Kingston, которая включена через этот самый Minix. И кидаем туда мой файлик. Значит так, скорость через проброс на USB 3.0. Она не сильно впечатляющая, но это 12 мегабайт в секунду. Хотя все тоже зависит от самой флешки. Это скорость записи, кстати. 12 мегабайт в секунду это тоже очень высокий показатель. Потом мы с вами попробуем скорость чтения, для того, чтобы уже полностью удостовериться в том, что это круто работает. Но я вам скажу, я под впечатлением от этого Minix на 120 гигабайт SSD от USB 3. То есть от USB Type-C мне фактически для того, чтобы расширить память своего ноутбука, ничего не нужно. Просто купить эту приблуду, вставить. И она еще и заменяет мне USB хаб, 2 дополнительных порта 3.0. Сейчас мы с вами проверим скорость чтения этого порта 3.0. Есть дополнительный USB Type-C, я могу заряжать свой смартфон с прямым Type-C разъемом. И плюс я с этой штукой могу еще со смартфона скидывать, либо на смартфон скидывать большие файлы. Это нонсенс. При этом еще и за такие деньги. Файлик скопировался, давайте попробуем его скопировать в обратную сторону и посмотреть скорость чтения с флешки именно через проброс USB порта 3.0. А скорость чтения с флешки 110, 150, 200, 300. Блин, в пике это было 300 мегабайт в секунду с вот этой вот галимой USB 3.0 флешки. А в среднем это было 150-200 мегабайт в секунду. Не мегабит, а мегабайт. Слушайте, это мега крутая приблуда. Давайте еще раз повторим эксперимент. Я удаляю файлик, 1,7 гигабайт. И вот сейчас опять его копирую. Вот, копировать это Kingston, попрошу заметить, это именно с Kingston я копирую. И скорость 111, 112, 100. Короче, вот стабильная скорость выше 100 мегабайт в секунду. Хотя была пиковая до 300, я видел, но это какие-то такие моменты, тоже связанные с принимающим жестким диском. Слушайте, супер вообще. Ребят, готов пройти прорезюмировать. Вот, в принципе, можно выключать запись экрана, готов пройти прорезюмировать. Нереально круто, нереально. Ну что, ребят, убедились? Крутотень, как я люблю говорить. Я бы сказал, даже охренительный девайс. Однозначно канал Технозон рекомендует Minix Neo Storage. Мы его относим к категории must-have для тех, у кого есть USB Type-C в компьютерах, в ноутбуках, в смартфонах, в планшетах. У кого есть Apple, так это вообще незаменимая штукенция. Поэтому девайс крутой. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.